Приветствую, доброго времени суток всем, кто меня видит и слышит. С вами, как всегда, Гарги, и это уже 30-я, последняя серия аниме Волчий дождь. Wolf's Rain. Волчий дождь. Последняя серия, дорогие друзья. Ах. О, какой. Да. Там, куда вы рука об руку шествуете с девой цветка, нет ни счастья, ни радости, ни жизни. Потому что там не бывает ни печали, ни несчастья, ни смерти. И что это значит? Так у него и вправду получилось. Перевоплотиться? Он превратился в волка. То место, что лежит впереди, рай лишь для волков. И там больше нет нечистых людей. Так это ты убил папашу. Ты убил папашу. Чеза, идем со мной. То, чем я стал, нуждается в тебе. О, это да. А все вместе не можете пойти, а? Как бы. Ни шагу больше. Хиге, идите вперед. Киба! Позаботься о Чизе и Блю. Схлестнемся. Че ржешь? Давай, боремся. Кстати, это был тот же такой же кадр, когда Киба с Цуме впервые схлестнулись вместе в первой серии. Прямо такой же кадр был. То есть был использован тот же кадр. Черт, а он силен. Хиге. Цуме, вот давай попробуй с ним схлестнуть. Ай. Ну, так себе идет. Он их даже в волчьем виде и без пушек разбил. Не смей! Не смей, гнида, а вот его не трогай. Блю, это была Блю, это был не Цуме, господи. Да жуй его, давай. Хиге! Он еще до них не добрался, я думал, что это он. Да, маньячные глаза, ничего не скажешь. Плюс Хиги, кажется. Скорее за ним! А Блю, позабочусь я. Им конец. Ему конец. Все. Давай, Киба, давай. Ты сейчас ничем не поможешь. Ты здесь, Хиге? Здесь он, Да. здесь. Я здесь. Все стало таким мутным, но я поняла, что это ты. Ни о чем не волнуйся. А после Тобуя Никуда мне... не уйду. Останемся здесь вместе. Теплый такой. О, боже. Хиге! Привет. Догнал нас, Ой, наконец. горло. Этот парень забрал Чезу. И Киба погнался за ним. Не разговаривай! Поможешь мне. Чтобы ты... Твои клыки... Поможешь мне, а? Поможешь мне. Ты так не простил меня. Неужели я все еще предатель для тебя? Хватит. Нет. Зачем это сейчас? Пожалуйста. Очень уж больно. Очень уж больно, пожалуйста. Цуме. Давай, давай, быстрее.
Давайте мы все встретимся в раю. Шею переломал, хребет. Укусом. Все, Блю и Хиги тоже не стало. Остались только Цуме с Кибой. Чеза! Ну, давай. Рай открою только я. А зачем тебе? Я тебе не позволю. Так, слово. Почему же? Разве мы оба не волки? Ты и я две стороны одного и того же. Кто бы из нас не открыл рай, он от этого не изменится. Ложь! То, что ты откроешь, будет тьмой. Вот видали? Вот видали? Я вот говорил в обзоре предыдущей серии, что это типа второе пришествие, а он антихрист. Поняли? То, кто что откроет. И вот борьба идет за мир. Вот конец света, идет борьба за души всего человечества. Дева, Цветка, Цуме где-то рядом должен добежать. Финальный бой. За весь мир. Цуме! Привет, братишка. Жалкая тварь. Давай. Что с Хиге? Неважно. Цуме, Долго ты собираешься тянуть эту бесполезную игру? Цуме. Такой, как ты, не сможет открыть рай. Цуме, задержи его. А это я знаю. Киба, И без тебя. Киба, вперед. Цуме, задержишь. Киба, давай. Она идет дальше. Давай, Киба, быстрее, быстрее, быстрее. Догони ее и вперед вместе. И Цуме задержишь. Чеза! Давай, Киба, Цуме, молодец. Давай, вот Цуме у нас мощный, сильный альфач. Он сможет его задержать. Он такой крепкий, понимаете? О, боже, боже, падает, падает. Так и задумано? Так и задумано. Кажется, так и задумано. И пошла дело. Киба, ты должен за ней прыгать или как? Я уже всего, я не знаю уже что. Ух, держится. Молодец, Цуме. Конец. И что такое? Он тебе ноги отхил? Ох, он тебя хорошенько зацепил. О, дает, прыгнул. Цуме? Цуме! Ну давай, ну, давай. Ты цел? Видимо, нет. Я просто немного устал. Иди быстрее. Цуме? Я прикончил Хиге. И что-то мне тоже не хочется двигаться. Да ладно, неужели настолько все Я плохо? всегда это знал. Где-то в глубине души я это понимал. Что? Поэтому я жил, как хотел. Встретив тебя, точно понял. Что ты умрешь молодым? Не мне открывать рай, А, не мне в него идти. да. Иди. Не сдавайся. И если ты не пойдешь сейчас... Хватайся. Да иди же, давай! Ты ему сейчас не поможешь. Давай, Киба, ну хватит. Они всем пожертвовали, чтобы ты добрался. Так что давай, беги уже. Неужели так все плохо? Давайте мы все встретимся в раю. Цуме. Да ладно, неужели так все фигово? Мы что, только что Цуме потеряли? Мы только что Цуме сейчас потеряли? Реально. И все, не все. Все мертвы. Киба, ты остался один. Вперед. Знаете, я понял, почему в прошлой серии Тобо убили первым, чтобы на смерть Хиги и Блю и Цуме было не так смотреть, понимаете? Не Луна так. здесь близка, как нигде больше на земле. И это озеро — зеркало, что отражает ее. Здесь то место, где открывается истинный,
волчий рай. Зачем ты пытаешься быть волком? Рай, который я могу открыть как аристократ, будет лишь жалкой подделкой. Я видел истину своим волчьим глазом. Ну-ка, Такой интересно. рай — лишь иллюзия. В нем не будет Хаманы. Нет, Хаманы уже нигде нет. Вот именно. С помощью Всё. древних знаний я сумел воскресить в себе волка спящего прежде, благодаря этому камню. Облом. В этом мире живут волки и существа, что были созданы из них. Да, понял. Это Но не понятно. все люди были рождены от волков. Так. Есть и такие, кто некогда были волками, но стали людьми. Ни один из них не помнит об этом. Они забыли о том, кем были, Ой. и уже не могут вернуться к своей прежней сути. Хочешь сказать мне, что ты вспомнил? Кое-что мне стало ясно. Нифига себе, слушай, Дарси. Все, что было в твоей жизни, было нужно лишь для того, чтобы привести тебя сюда. Что? Почему твоя стая погибла, и ты единственный смог уцелеть? Ты их убил. Потому что у тебя не было стаи. Ты всегда был избранным волком, и такой был лишь ты один. Хватит нести чушь! С самого начала ты — это все, что требовалось для того, чтобы открыть рай. Тебе не нужно было тащить с собой этот мусор. Молчи. Это Я были всегда был сам по себе. офигенные чуваки. Всегда был один. Если бы я остался в одиночестве, рай бы никогда не открылся. Мне не нужен такой рай. Ты уже все потерял, что у тебя было. Я ничего не потерял. Ни друзей, ни волчьей гордости. Я не потерял ничего. Не друзей, вообще-то друзей, ну... Это обсудить надо, если честно, что-то я немножечко не очень хорошо понял его сейчас этих разговоров. Видимо, она твердеет. Она твердеет. Что-то он их с одного удара всех побил, убил, а этот с этого нет. Ну, видимо, ну Цуме там... Ух, нифига себе. Видимо, Цуме там его хорошенько подцапал, как следует. Эй, ты что делаешь? Вообще-то не так задумано. Ты что творишь-то? Ты что творишь-то? Офигел вообще? Остановись. Прошу, не надо. Да, маньячит. Вообще я не думал, что Дарси такой маньячный. Что такое? Траванулся, что ли? Соки, что текут внутри этого тела, ядовиты. Цветы. Цветы не защищают тебя, поэтому яд отравил тебя. Нифига себе. Вот это поворот сюжета. Было бы интересно, если бы создали бы прием чеховское оружие. Здесь вход в рай. Ты уверен? Ой, сомневаюсь, что так было задумано.
Киба, как бы, давай-ка последние силы руки в ноги, давай. Не надо притворяться. Ты мог встать, когда из тебя всю кровь выкачали, я помню, так что давай, не притворяйся, вперед. Давай, родной. Где ты? Чеза! Во имя Тобы, во имя Хиге, Блю, Цуме, давай, шагом. Не Шагом. шевелись. Киба, скоро весь мир замерзнет и закроется. Так, она снова, кажется, вросла. Нифига себе, ну и руки выросли. Скоро тоже исчезну. Держись. Что делаем? Как? Сейчас лишь созданная Ханабита. Это не истинная суть. Истинная суть. Наконец, я и стану. Чеза. Мир закроется на время. Поэтому на время расстанемся. Что же мне теперь делать? Больше некого защищать. Встретились, потому что цветы защитили тебя. Потому что ты защищал. Цветы смогут распуститься вновь. И когда откроется новый Это мир, музыка, когда вот так начиналась. откроется Так. рай, встретимся снова. Я не понял, он откроется или не откроется, боже мой. Так их кровь Всегда буду объединилась. ждать тебя. И Прошу, смотрите, какой найди прозрачный. опять. И И тогда обязательно рай, о котором мечтали. ну, Чеза! о боже. Так. Так и задумываю, вообще так надо? Что происходит? Вы помните первое начало? Начало этого аниме. Это был Киба, упавший, помните? И там была зима. Это прямо, знаете, прямо закольцованный сюжет. Прямо вот как-то так. И он был посередине, потом моря. Я помню, как он был посередине этого снега, и вот постепенно снег растаял, и повсюду море, зелень, вот как будто карта мира. Господи, Нет Клинт, никакого рая. нет никакого рая на краю земли. Вообще ничего нет. Я прям помню эти слова. О, все погребены под снегом, все. На краю земли. Вообще ничего нет. Вообще ничего нет. И ты продолжил идти дальше? Да ладно. Сколько ни иди. Все время одно и Все то же. время одно и то же. Но почему мне надо так найти его? И все-таки. Зачем мне так нужно найти его? Ну, извините. Внутренний голос мне шепчет, сейчас он скажет. Я слышу голос. Я слышу голос. Дойди. Ну хоть что-нибудь сейчас сработает, а? Хоть что-нибудь сейчас сработает. Бабочка, вообще это я понял. Так, да, точно. А, фонареть. Книга! Книга раскрылась полностью. Их кровь объединенная.
Они смогли. Но ценой собственных жизней. Они, знаете, они просто запустили процесс заново. Они просто запустили процесс заново. Все, они реанимировали. Они реанимировали мир. Запустили его заново. Как бабочка, вы понимаете, нам бабочку не просто так показали, это был символизм. То есть была гусеница и раскрылась, стала бабочкой. То же самое с миром. Вы гляньте. Вот это было любопытно сейчас. То есть что-то осталось. И сейчас нам показывают кадры из... Показывают наш мир. Это Цуме. Ну, это Киба. Хиги. То есть рай это наш мир. Тобуэ. Вот то есть рай, который они пытались открыть, это наш мир. Наш. Там есть как и добро, так и зло. Вы поняли? Потому что там глаз Дарси остался. И он проник. Strange. Да-ди-да-ди-да, ди-да-ди-да-да, да-ди-да-да-да. Да, дорогие друзья. Знаете, это очень редкий случай, когда все закончилось ни победой, ни поражением, а оно просто закончилось. Даже нету, вот смотрите, нету открытого финала. Нету. Финал есть, и он определенный. Но нету ни победителей, ни проигравших. Они просто исполнили свое предназначение, каждый. И просто жизнь продолжилась. Все. Мы наблюдали сейчас пророчество о конце света. Прежде чем перейти к обзору, хочу сердечно поблагодарить всех, кто приобрел подписку и стал горгушей на Бусти, где я выкладываю все созданные мной видео раньше, не вырезая музыку и не маскируя картинку. Также большое спасибо за отдельный донат на Бусти. Также выражаю большую благодарность спонсорам канала, Гаргульчикам и Гаргулятам. По скриптам, код Гиас уже полностью лежит на Бусти в абсолютно открытом доступе. А теперь пришло время тетради смерти, которую я также выложу на Бусти в открытом доступе, без маскировки кадра и с прекрасной музыкой с 1 по 24 серию. Что ж, дорогие друзья, прежде чем вообще в общем поговорить об этом произведении, хотелось бы отдать дань уважения актерам дубляжа. Почему? Я посмотрел многие произведения в дубляже, особенно на канале, но честно, даже при всем уважении к студийной банде, кстати, и к Атаке Титанов, при всем уважении, но данная работа, которую сделали актеры дубляжа, серьезно, на голову выше всего того, что я слушал. Эмоции, постановка, понимаете, вот как бы это сказать, там были не только крики эмоциональные, а каждое слово было проработано, идеально исполнено, как я считаю. Серьезно. Даже эмоции, злые эмоции у каждого были свои же, и даже у каждого было несколько гневных эмоций, несколько чутких эмоций. Я решил, что отдам дань уважения актерам дубляжа в тот момент, когда послушал, кажется, это была 7-я серия, когда Чеза встретила свой прототип, когда вот бабуля, которая была тоже Ханабита, которая была тоже Девой Цветка, первым изобретением Дарси,
И когда она сказала вот эту фразу, Все хорошо. Встретить тебя уже хорошо. она так это сказала, чувствовалась радость, печаль, скорая смерть, все одновременно идеально сбалансировано. Я себе представляю, сколько дублей угробили на такую озвучку. Поэтому я собираюсь перечислить всех. Александр Фильченко, Цуме. Андрей Мирошников, Хиге. Михаил Каданин, Киба. Ольга Бергман, Тобуэ. Николай Шмаргун, Квинт. Анастасия Новикова, Шер Дегре. Юрий Овчинников, Хаб Лебовский. Александр Лаенко, к сожалению, неизвестно. Борис Алексеев, также неизвестно. Борис Голощапов, также неясно, кого озвучивал. Владислав Чернявский, тоже неясно. Денис Кулиничев, также неясно. Дмитрий Карташев, тоже неясно. Дмитрий Фильченко, также. Елена Кладышева, Мавлюда Гулямова, Марина Осенко, Михаил Мальцев, Ольга Шмаргун, Павел Рукавицын, Сергей Натачиев, Татьяна Сизаненко, Татьяна Чернявская, Татьяна Юрьева, Юлия Скворцова, Елена Лукиных, Чеза, Андрей Новиков, Дарсия, Вероника Райциз, Блю, Екатерина Савченко, Джагарра. Если вы когда-нибудь, хоть кто-то из вас посмотрит мои обзоры, хочу вам сказать большое спасибо за такую проделанную работу. Что ж, дорогие друзья, в самом аниме великолепная история, честно сказать. Я слышал про это аниме еще очень долго и видел пару серий по телевизору, которых почти не помнил. Вы знаете, данное произведение не славится сейчас большой популярностью, да, оно культовое, но не славится большой популярностью, к сожалению. Оно очень нестандартное, я очень рад, что я его посмотрел уже в осознанном возрасте и понял его. Оно даже в какой-то степени революционное, потому что, я уже озвучил причины. Это аниме такая очень хорошая попытка эксперимента над сюжетом. Это очень классное сочетание, еще раз повторю, я об этом говорил уже в предыдущих обзорах, это очень сильное сочетание таких жанров, как обычная сказка, волшебный мир, но в то же время это постапокалипсис и киберпанк. Это много чего. Вместе совмещенное, это аниме очень хороший пример того, что сочетание жанров может получиться, если знать, как и что делать. Также хочу сказать, что очень жаль, что у этого произведения не было должного бюджета, который он заслуживал. Это было видно в некоторых кадрах. Но, несмотря на это, все получилось просто великолепно. Люди, работающие над этим произведением, максимум выжили из того, что только могли выжить. Итак, еще раз повторюсь, прямо последние серии ярко намекали на библейский мотив. Насколько я знаю, последние 4 серии были сделаны уже после завершения официального сериала. Я даже, честно, не знаю причин, я даже не пытался искать. Скажу лишь то, что получилось крайне хорошо связано. Нам показали тут несправедливость современного мира, показали, как умирают люди, которые не заслуживают, чтобы они умирали. Это было крайне тяжело смотреть за смертью персонажей, за которыми ты следил, за которыми вот ты видел, через какие испытания они прошли. И очень жаль, что вот так все получилось. Даже не знаю, как это сказать. Это аниме оставило большое-большое... Я не скажу, что поганое послевкусие, отнюдь нет. Нет. Поганое ни в коем случае, оно оставило, знаете, такой горький, но приятный привкус. Что-то вроде смеси надежды и меланхолии одновременно. Также еще раз хочу отдать дань уважения композитору Йоко Канно. И без ее работы, без ее проделанной работы, без ее вдохновения, я не знаю, этого произведения, это произведение потеряло бы. Вы знаете, я вот что хочу сказать. По поводу музыки, да, я вот прям по полной программе распинался насчет музыки в этом произведении, да, по полной программе распинался. И не зря, клянусь богом, вот музыка здесь просто, наивысший пилотаж. Я вот
скажу честно сказать, да, вот в других в некоторых произведениях музыка, как ну, в «Атаке Титанов», она просто великолепная. В «Код Гиассе» тоже очень хорошая, да. В «Тетради смерти» тоже очень хорошая мелодия, да. Запоминающаяся, но они ни в какое сравнение не идут с написанным здесь. Я очень верю, знаете, я вообще, как вы знаете, я просто обожаю кинематограф, и есть... я придерживаюсь такого мнения, что музыка в фильмах, да, и в сериалах, в кино и так далее, делает как минимум, ну, знаете, для чего что, для кого как, для какого произведения как. Но бывают случаи, когда вот абсолютно ужасную работу спасает музыка. Вы понимаете, абсолютно посредственный фильм может спасти музыка. Например, вот, да, знаете, возьмем например, да, вот знаете, я не знаю, вот сейчас вы знаете такой фильм или нет, как «Профессионал». Я сейчас хочу издалека пример привести. «Профессионал» с Жаном Полем Бельмондо. Это культовый, просто наикультовейший фильм Советского Союза. Он просто, вы знаете как, все пытались копировать Жана Поля Бельмондо из этого фильма, одеваться как он. Это, в свое время это был просто мегазвездой, этот человек. Не только в Европе, но и на всем постсоветском пространстве, да и в Америке о нем очень хорошо знают. Так вот, в фильме «Профессионал» сюжет, скажем так, не сказать, чтобы очень такой сложный. Фильм, нет, ни за что не посредственный, я очень люблю это кино, это один из моих любимых фильмов детства. Но фильм, пересматривая, знаете, ну, такой выше среднего. Очень хороший, я очень люблю его пересматривать, потому что это детство. Но я считаю, что музыка, которую написал легендарный Эннио Морриконе, и музыка которого была вставлена в этот фильм, сделала примерно 80% успеха. 80% успеха этого фильма благодаря музыке. И сейчас я хочу сказать, что Йоко Канно так отработала, что отчасти именно благодаря, не отчасти, а вот такая львиная доля отчасти культовости данного произведения, да, маленькой культовости, но все-таки культовости данного произведения, ответственность за такую высокую оценку данного произведения лежит на ней. По-быстренькому скажу о финале. Вот как все, вот каким образом закончили эту историю, вы поняли? То есть был мир до нашего мира. И наш мир, который сейчас, вот, в котором мы живем, вот его Чеза, Киба, Хиги, Блю, Цуме, Тобе, вот его они и открыли нам. Очень классно закончили. То есть мы живем в их подарке. То есть вот пошли мы. И в нашем мире также есть зло. Вот глазик, который вот растворился. Было очень красиво. То есть капля зла все равно будет в нашем мире. От этого никуда не деться. Оно пропиталось. Было очень здорово за этим наблюдать. Было очень здорово видеть эти символизмы. Понимаете? Вот было очень приятно. Вот знаете, это аниме может вывести из плохого состояния человека. Оно действует как панацея. Оно очень-очень тяжелое в некоторых моментах. Например, предыдущая серия, да, которую я смотрел, просто вот без ножа без ножа резала мне все нервы. Но, понимаете, каким-то образом, когда я смотрел каждую серию, мне становилось тепло на душе. Это аниме не помогает отдыхать. Отнюдь. Это аниме помогает врубить в себе нечто чистое. Вот я постоянно искал фразу, как бы это объяснить в себе. Врубить что-то чистое. Знаете, захотелось внезапно сделать добро другому человеку. В конце концов, мозг переключился на что-то более умиротворенное. На такую, знаете, в режим умиротворенности, спокойствия.
Вот знаете, вот такой релакс. Но релакс такой, знаете, ну, да, мир такой. И нам в нем жить. Но в этом мире есть такие вещи. Вот, знаете, этому миру можно сопротивляться. Последние серии нам это показывали. Неважно, что вокруг тебя, как плохо вокруг тебя. Важно, что у тебя в голове, важно, кто с тобой рядом. Вот это нам тут показывали очень хорошо. В последней серии Шер и Лебовски. Как они были вместе друг с другом. Вот как они вместе друг с другом были, а? Мир уничтожался, но они нашли друг друга и были друг с другом. Хиги с Блю, Цуме, Тобуэ, понимаете, да? Вот это, вот об этом. Это очень классный показатель того, что вот человек с человеком должен быть. Вы понимаете, социальность. Вот это здесь показано. Нам это об этом напоминают. Вот нам в этом произведении обо всем этом напоминают. Заставляют пробудить в себе. Вот этим это произведение очень запоминается, и оно в себя влюбляет вот таким очень необычным сочетанием жанров и легкими отсылками к религии, а также своим шармом любви, которую вот испытывают некоторые персонажи друг к другу. Разные проявления любви, самые разные. Любовь отца к дочери, любовь брата к брату, любовь женщины и мужчины, потерянная любовь. Что ж, дорогие друзья, это было аниме «Волчий дождь». Благодарю, если смотрели это вместе со мной. Если вам понравилось, будьте добры, поставьте лайк, подпишитесь на канал, группу ВКонтакте. Также, пожалуйста, на Бусти, где я 100% уже начал новые аниме. Удачи вам! Увидимся уже на чем-то новом.